Как выбрать хороший телевизор? Именно эту поисковую фразу люди чаще всего вбивают в поисковые системы. На эти и другие вопросы я отвечу в этом видео. Смотри этот ролик до конца. Представлю чек-лист перед покупкой хорошего телевизора, чтобы вы определились, на что обращать внимание перед покупкой в первую очередь. Первое — это диагональ экрана, влияет на габариты техники. Разрешение определяет четкость изображения. Тип матрицы отвечает за качество картинки в целом и глубину цветопередачи. И количество герц, это частота обновления кадров в секунду, отвечает за плавность изображения. Но сейчас мы поговорим обо всем по порядку. Мы начинаем с размера диагонали телевизора. Диагональ — это расстояние от угла по диагонали в дюймах. Хочу отметить, что 1 дюйм равен 2,5 сантиметров. Оптимальную диагональ выбирают исходя из размеров вашей комнаты. Если ваша комната большая, вы можете выбрать, естественно, большой телевизор. Также учтите расстояние, на котором комфортнее всего смотреть телевизор. Врачи рекомендуют не менее 2 метров от экрана. Друзья, ну а мы идем дальше, и я вам теперь расскажу, как выбрать тип матрицы вашего будущего телевизора. Матрица телевизора — это технология передачи изображения. В современных моделях, естественно, для этого используют жидкие кристаллы, так называемые LED-дисплеи. Благодаря LED-технологии телевизоры стали тоньше и, естественно, легче. На данный момент самыми популярными являются 3 вида матриц. Это LED-матрица, это обычный тип матрицы, который в каком-то смысле можно отнести к устаревшей технологии. В LED-матрицах используют подсветку диодов по группам пикселей. Как результат, на таком экране сложно добиться, например, глубокого черного цвета, он будет как бы немного сероватый. Тем не менее, LED-телевизоры по-прежнему востребованы. Они, как правило, стоят и дешевле. Давайте поговорим о втором типе матрицы, это OLED-матрица. Усовершенствованный тип матрицы, в которой каждый пиксель излучает свой собственный свет, меняясь от яркого до полностью выключенного. Благодаря этому OLED-телевизоры могут создавать высококонтрастные изображения, в отличие от своего брата, который использует LED-технологии. И третий тип матрицы — это QLED. В таких матрицах есть дополнительный слой из квантовых элементов. Эти наночастицы поглощают свет определенной волны, отсеивая ненужные оттенки. Благодаря этому общее изображение становится не только четким, но и насыщенным и глубоким в каждом цвете. В общем, при выборе типа экрана рассмотрите модели OLED и QLED. Первые обладают высоким контрастом и широким углом обзора. И главное преимущество — отображение глубокого черного цвета. QLED-телевизоры имеют фильтр на основе квантовых точек, который делает оттенки более чистыми и насыщенными. Теперь давайте поговорим о разрешении экрана. Это размер дисплея в пикселей, указывается 2 числами, количество пикселей по горизонтали и по вертикали. Практически все современные дисплеи состоят из матрицы пикселей. Это маленькие элементы, каждый из которых способен изменять свой цвет и яркость. Как правило, один пиксель состоит из триады субпикселей красного, зеленого и синего. Комбинацией этих цветов получаются все остальные оттенки. Самые популярные на данный момент разрешения у телевизоров — это Full HD и 4K. Можете найти контент в любом из данных форматов. Сейчас набирает обороты разрешение 8К, но контента в данном разрешении практически нет. Друзья, но перед тем, как я представлю свой рейтинг лучших телевизоров, давайте поговорим еще об одной важной функции при выборе телевизора. Это количество герц. Итак, сколько герц нужно телевизору? Частота обновления экрана телевизора — важная характеристика, иногда принципиально влияющая на выбор при покупке. Если с диагональю и другими функциями все понятно, то частота — параметр не для всех понятный. Давайте разберемся в нюансах этой характеристики. Что нужно знать о частоте обновления экрана? Хочу обратить внимание, что данная характеристика относится и к компьютерным мониторам. Это параметр, позволяющий, насколько быстро сменяется изображение за 1 секунду. Частота влияет на плавность отображения движений и на общую четкость воспроизведения. Если у вашего телевизора частота составляет 60 Гц, это означает, что он обновляет изображение 60 раз в секунду. Если вы покупаете 100 Гц, соответственно 100 раз в секунду будет обновляться изображение. Если сказать по-простому, чем выше частота обновления, тем плавнее будут выглядеть движущиеся объекты для человеческого глаза. Также хочу сказать, чем выше количество герц, тем ценник на телевизор выше. Ну что, дождались? Теперь я вам представлю топ-10 лучших телевизоров по соотношению цена-качество. Ссылки на каждый телевизор будут в описании. Вы можете перейти по ссылке, купить, посмотреть отзывы. Ну а мы начинаем. Итак, поехали. Первый телевизор, на который стоит обратить внимание, это телевизор от мирового бренда
Samsung поддерживает технологию HDR10, он оснащен множеством функций для улучшения изображения. Это функции мегаконтраст, Dynamic Crystal Color. Экран устройства выполнен по технологии Crystal Ultra HD на основе матрицы IPS и оснащен прямой подсветкой Direct LED. Кроме того, телевизор оборудован интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth и LAN-портом для подключения интернета по кабелю. На следующем месте у нас телевизор от китайского бренда TCL, модель, которая может похвастаться мощным процессором, поддержкой HDR10 и хорошими углами обзора. Здесь используется прямая подсветка, а также есть такие функции, как Time Shift, голосовое управление, запись видео и таймер сна. У телевизора безрамочный дизайн, а также Wi-Fi с поддержкой DLNA. Используется продвинутый тип затемнения микродимминг, что позволяет добиться лучших результатов при демонстрации темных сцен. Рад вам представить бренд Haier. Это превосходный по качеству 55-дюймовый телевизор с отличным качеством картинки. Здесь есть поддержка технологии Dolby Vision, присутствует прямая подсветка Direct LED. Также телевизор имеет поддержку HDR и даже HQLED. В числе прочего можно отметить весьма неплохой звук, который обеспечивается двумя динамиками по 15 Вт. Аудиосистема поддерживает Dolby Atoms и Dolby Digital. В числе прочих функций можно отметить такие функции, как DLNA, Time Shift и голосовое управление. Также в телевизоре есть Wi-Fi и Bluetooth. У телевизора присутствует специальный игровой режим и возможность записи видео на USB накопитель. Следующая модель, которая заслуживает вашего внимания, это модель от бренда Xiaomi. Производитель реализовал здесь разрешение 4K Ultra HD и установил качественную матрицу с прямой подсветкой Direct LED. Несмотря на цену, в телевизоре имеется поддержка HDR10 Pro и HDR10+, а также технологии Dolby Vision, что положительно влияет на качество картинки. Также в телевизоре присутствует технология, улучшающая плавность изображения в динамических сценах. Здесь установлен двухдиапазонный передатчик Wi-Fi с поддержкой Miracast и Chromecast, Bluetooth адаптер и два динамика по 12 Вт, каждый с поддержкой Dolby Audio и Dolby Digital. Также хочу вам представить продвинутый телевизор от отечественного бренда Sber. Он отличается качественной картинкой, поскольку его экран основан на технологии QLED. При этом здесь используется качественная мультизонная прямая подсветка Direct LED. Яркости достаточно для домашних условий. Здесь установлено два динамика по 10 Вт с поддержкой объемного звучания. Телевизор работает на собственной операционной системе Salute TV, которая заточена под российского пользователя. На следующем почетном месте это умный телевизор от компании Яндекс. Данная модель может управляться при помощи голосового ассистента Алиса и тесно связан с нейросетью Яндекс.GPT. В телевизоре установлена матрица VA, изготовленная по технологии QLED. Разрешение картинки составляет 4K Ultra HD при диагонали в 55 дюймов. Присутствует поддержка HDR10, а также система повышения плавности видео. Аудиосистема представлена 6 разнонаправленными динамиками с поддержкой объемного звучания и Dolby Audio. И хочу вам представить модель от бренда Heinz. Это топ за свои деньги. Телевизор может похвастаться крутым экраном, шикарным звуком и целым набором полезных функций. Данная модель имеет 120-герцовый QLED экран с 4К разрешением. На 55 дюймов выдает сочную картинку даже в комнате с проблемным освещением. Радует и программная начинка – это операционная система VIDA, позволяющая реализовать поддержку магазина приложений, встроенный браузер, голосовой помощник, множество стрим-сервисов. Это отличный выбор за оптимальный ценник. Ну а следующее место у нас занимает бренд Philips. Это высококачественный 55-дюймовый ЖК-телевизор, предлагающий изображение с разрешением 4К. Данная модель обеспечивает четкое и реалистичное изображение. Телевизор оснащен форматом HDR10+, который обогащает цвета и контраст на экране. Данная модель имеет подсветку Direct LED. Суммарная мощность звука составляет 20 Вт. И оснащен он системой Dolby Atoms. Данная модель имеет также игровой режим и подсветку Ambilight. Рад вам представить бренд LG. Эта модель имеет 48-дюймовый экран с потрясающим разрешением 4K Ultra HD. Благодаря использованию технологии OLED и типу подсветки Mini LED, этот телевизор обеспечивает яркие и насыщенные цвета, абсолютно глубокий черный цвет и высокую контрастность. Данная модель сочетает в себе форматы HDR, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG. Также технология Neo QLED делает изображение еще более реалистичным и динамичным.
Отличительной особенностью этой модели является время отклика пикселя всего 1 миллисекунда и высокая частота обновления экрана в 120 Гц. Если поговорить о звуке, то телевизор радует функцией Dolby Atmos с суммарной мощностью звука 40 Вт. Друзья, рад вам представить заключительную модель в нашем рейтинге лучших телевизоров. Это, естественно, бренд Sony, который зарекомендовал себя во всем мире своим качеством сборки и передовыми технологиями. Эта модель имеет разрешение 4К Ultra HD и широкий цветовой спектр. Благодаря технологии LED и освещению 3 Luminous Pro каждое изображение на экране оживает с яркостью и глубиной. Частота обновления экрана составляет 100 Гц, обеспечивает плавное перемещение изображений, а индекс динамических сцен 100 делает активные сцены более реалистичными. Суммарная мощность звука составляет 30 Вт, естественно, в этом телевизоре 4 динамика. Данный телевизор работает на базе Android, имеет 16 гигабайт встроенной памяти для того, чтобы вы могли с легкостью загружать любой контент, который вам по душе. Также данная модель позволяет записывать видео на USB накопитель. Также имеется возможность подключаться к системе Умный дом через экосистему Apple HomeKit.